Всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал. Меня зовут Александр. Я переехал из Нижнего Новгорода в Швецию, в Стокгольм. Я IT-специалист, и я рад приветствовать вас у себя на канале. Если вам интересна Швеция, как живет айтишник в Швеции и другие аспекты, либо моя личность в частности, то, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Все вопросы, которые вы зададите, я буду рад на них ответить. Сегодня мы поговорим про самые популярные вопросы, которые меня спрашивают как шведы, с которыми я здесь общаюсь, и другие иностранцы, так и мои бывшие коллеги, мои друзья и родственники. Поэтому сегодня я дам ответы на самые популярные вопросы, которые мне задавали за последний месяц. Ну что ж, поехали. Я хотел бы рассказать немного об атмосфере, в которой я сейчас нахожусь. Это мои временные апартаменты, которые мне предоставил работодатель. Находятся они на острове Содермальм. Это южнее основного главного самого сердца Стокгольма. Очень красивая территория с кучей разных кафе, заведений. Очень классно. Если будете в Стокгольме, обязательно сходите на этот остров, погуляйте вечером. Рекомендацион. Итак, первый самый частый вопрос, который мне задают: откуда у меня эстонское гражданство? Очень просто. Так получилось, что моя бабушка жила на территории Эстонии в определенное время, и в соответствии с законом Эстонии я имею право, как ее прямой потомок, также получить гражданство этой страны. Так, собственно, и получилось. Узнал я об этом буквально случайно от своей двоюродной сестры, потом от брата. Так эта информация докатилась до меня, и, собственно, мы смогли получить паспорта через посольство Эстонии в Москве. О том, как это сделать, вся история неоднократно уже рассказывалась на разных форумах и статьях. Я оставлю либо в первом комментарии, либо к описанию к видео ссылки о том, как вы можете проверить, есть ли у вас возможность получить такое гражданство не только Эстонии, но и какой-нибудь другой страны. Пожалуйста, не поленитесь, потратьте время, потому что европейское гражданство действительно открывает большие горизонты. Итак, вопрос номер 2. Почему именно Швеция? Здесь, наверное, надо начать немножечко издалека, потому что немного о себе я должен здесь рассказать, что я за человек и почему так вышло. Во-первых, я человек далеко не айтишный, раньше был. Я учился в Нижегородской академии МВД, это что-то типа полицейской академии по местным меркам. На юриста успешно ее окончил, там встретил свою супругу. После окончания вуза мы поженились и работали вдвоем к смене следователями. Я по экономическим преступлениям, она по общеуголовным. И проработав так 3-4 года, когда у нас появился уже маленький ребенок, мы просто поняли, что наша жизнь катится в какой-то ад. И мы приняли решение о том, что надо что-то в жизни менять. Как раз в тот момент мне подвернулся случай, что я встретил своего бывшего одноклассника, с которым мы разговорились, и он мне рассказал о том, что он занимается тестированием. Он на тот момент уже был руководителем группы тестирования. Он мне рассказал о перспективах, о зарплатах, о каком-то расширении круга общения и прочих вещах. Я очень сильно замотивировался. Если ты смотришь это видео, Диман, спасибо тебе огромное. Я буду благодарен тебе, наверное, всю жизнь. В общем, с тех самых пор я взял курсы, начал учиться и вот доучился до того, что смог получить оффер по работе в Швеции, чему я очень рад. В связи с тем, что до того момента, как я стал IT-специалистом, у меня особо даже не то, что времени, у меня и денег-то не было на то, чтобы куда-то съездить, попутешествовать. Поэтому мой кругозор ограничен был редкими выездами в Турцию, в Египет, в Абхазию. Вот и вся была моя заграница. В 2018 году примерно я получил эстонский паспорт, и, естественно, я стал пользоваться возможностью безвизового въезда в разные страны. И первая из них была в 2019 году. Я умудрился вырваться на несколько дней в Берлин. Я ездил один и впервые увидел, что такое развитая страна европейская, в самом центре всей Европы. Я был под сильным впечатлением, и тогда у меня в Инстаграме, кстати, кто еще не подписан, ссылочку оставлю, подписываемся. Есть пост по прибытию в Нижний Новгород обратно, на контрастах написанный. Почитайте, там у меня есть очень интересные мысли с хэштегом «Пора валить».
Наверное, в тот момент уже и пришло осознание в 2019 году, что навряд ли я смогу оставаться в России, учитывая свое положение, возможности и прочие вещи. К тому же, к тому времени моя супруга тоже покинула профессию следователя и переквалифицировалась в рекрутмент. Она начала подбирать разного рода специалистов в кадровом агентстве, начиная от уборщиц в Останкино, и это чистая правда, заканчивая JavaScript-разработчиками для компаний. В связи с этим какие-то первые зернышки в мыслях о переезде были посеяны, и они как-то, видимо, фоном у меня в голове циркулировали. Но время идет, ребенок рос, и потом в 2019 году у нас еще родилась дочь, чему мы несказанно рады. И так вышло, что затянуло на какое-то время вот эта бытовая стезя. И некогда было думать о том, что куда-то ехать, зачем, когда здесь вроде все хорошо, денег платят достаточно, на все хватает, даже слишком хватает, еще есть возможность откладывать, зачем куда-то рваться и так далее. К тому же в прошлом году мы еще и купили квартиру в ипотеку, то есть мы совсем никуда не собирались от слова просто никак. Но так получилось, что до того, как я взял ипотеку, перед самым началом пандемии в 2020 году, я с моим другом съездил на несколько ночей в Стокгольм. И после Берлина я был, наверное, еще больше впечатлен. Во-первых, экологией, во-вторых, транспортной инфраструктурой, в-третьих, отсутствием наличных денег от слова вообще. Я помню просто, как в Берлине мне нужно было даже где-то обязательно расплачиваться наличными. Не помню, что это было, но я был под очень сильным впечатлением на контрастах, опять же, о Стокгольме. Я буквально полюбил этот город, но после того, как бахнула пандемия, естественно, все вопросы о всех возможностях, в том числе и даже для айтишников, они оказались закрытыми. Что еще я хотел вам рассказать? Ну, наверное, стоит упомянуть, что сейчас у меня есть сын, которому 7 лет, у меня дочка, которой 2 годика, то есть, соответственно, сын у меня ходит уже во 2 класс школы, ему 8 лет уже будет в январе. Дочка скоро пойдет в детский сад, и, наверное, очень сильно мне хотелось, чтобы моя дочь и мой сын, они начали свою какую-то жизнь в социуме, в другом социуме, нежели в российском. Это связано со многими вещами, в том числе и с какой-то моей невозможностью, наверное, обеспечить в том городе, в котором я нахожусь, им более лучшие условия по пребыванию, чем общегосударственные какие-то школы и садики, которые около дома находились. И я очень много об этом размышлял, о том, какими бы я хотел видеть своих детей, на скольких языках разговаривающих и тому подобные вещи. И вот эти мысли, они постепенно меня подталкивали к тому, что есть возможность, есть время, надо все-таки попробовать найти что-то. Еще нужно упомянуть такой момент, что перед своей поездкой в Стокгольм я работал в одной из компаний в Нижнем, и был такой у нас момент, когда всю нашу компанию со всей командой захотела приобрести в рамках контракта одна из крупнейших шведских компаний. И все мы должны были отправиться в Стокгольм в том же самом практически феврале 2020 года. Но один из стейкхолдеров, держателей, акционеров, как угодно, он совершил одну непростительную ошибку, связанную с правами интеллектуальной собственности. И все это, собственно, сошло на нет. Поэтому чемоданы пришлось распаковать и забыть об этом. Но, видимо, случайностей в жизни не бывает. И так получилось, что это оказалось, наверное, одним из еще одних этапов жизни, которые просигнализировали о том, что возможность есть, надо просто пробовать, бить в одну точку, и все получится. Собственно, этим я и занялся. Примерно с июня этого года я начал отправлять свои резюме, и вот вышел на компанию Symphony.com, в которой работаю я сейчас, чему, собственно, очень рад. И вот, наверное, еще вопрос по поводу, почему все-таки Швеция. Мне очень нравится фокус общества этой страны
на стремление к равенству, на попытки построить свой социализм, где каждый имеет достаточно материального, но при этом и все имеют равные возможности по постижению чего-то духовного. Это начинается от музеев, заканчивается всевозможными посещением природных парков, еще каких-то вещей. Инфраструктура по большей части очень развитая, каждый может ей пользоваться, не ограничивает себя в путешествиях, перелеты между европейскими странами по стране очень доступные, а не как у нас все через Москву, и ты вынужден из любого провинциального города добираться на чем-то до Москвы и только потом лететь. То есть это меня тоже очень сильно напрягало. Ну и к тому же, опять же, эта среда формирует человека, а я хотел видеть, наверное, в своих детях что-то вот похожее на шведское воспитание, шведское образование. Поэтому, учитывая их фокус на детей, на семью, на work-life balance, баланс между работой и семьей, мы сошлись на том, что это правильное решение. Решение о переезде, наверное, это было и есть на текущий момент самое тяжелое решение в моей жизни, потому что с момента пандемии решение о переезде было, наверное, самым трудным решением в моей жизни на текущий момент, потому что с момента пандемии мы практически 2 года жили бок о бок, 4 человека в двухкомнатной квартире, целый день были вместе. Я работал из дома, помогал супруге, когда нужно было посидеть с детьми, чтобы она куда-то сходила. И вот такое вот взаимодействие, оно продолжалось очень долго. Мы не расставались даже на несколько часов, потому что не было необходимости, и обстановка была не такая. Поэтому то, что мы сейчас переживаем, это, конечно, очень тяжело. Я поехал вперед, я поехал один, потому что, во-первых, паспорта эстонские мы до последнего не оформляли на детей, так как они мои дети, и по праву крови они могут получить паспорта. Моя супруга не может получить паспорт, ей нужно будет оформлять визу для прибытия сюда, и уже в перспективе просить шведский паспорт по прошествию проживания здесь 5 лет. Такая процедура, с этим ничего не поделать. Но при этом она будет иметь все права, как и я, то есть работать, учиться, пользоваться медициной и все прочее. В общем, решение было очень трудное. Скорее всего, оно было все-таки более эмоциональное, нежели рациональное, потому что рационально такие решения принять в принципе невозможно. Когда ты сидишь несколько недель, каждый вечер обсуждаешь внутри семьи, как поступить, что делать, какие за, какие против. Невозможно принять это решение рационально, слишком много неизвестных. А что тут? А что вот здесь? А что жилье? А если не получится? А если получится? Слишком много переменных, невозможно предугадать. Поэтому было принято мной твердое решение, что мы попробуем, мы ничего не потеряем. А если потеряем, то в деньгах, а деньги заработаем, ничего страшного. Так вот, я думаю, что все получится, потому что уже получается, и я буду об этом рассказывать дальше. У меня есть еще куча интересных историй, о которых я хочу тоже рассказать на широкую аудиторию, поделиться опытом, рассказать лайфхаки и о том, как я работу искал, и о том, как я здесь нашел жилье за 1 неделю нахождения здесь без помощи релокационного менеджера и прочих вещей. Очень много интересных тем, лишь бы время хватило на то, чтобы снимать и монтировать, но я буду стараться выпускать как минимум 1 видео в неделю, а там как пойдет, посмотрим. И все будет зависеть еще от вашей поддержки, которая, конечно, очень сильно на самом деле оказывает влияние, поэтому если вы нажмете лайк, напишите комментарий с вопросом, это пощекотит алгоритмы YouTube, поможет набрать больше просмотров, а это будет больше меня мотивировать работать на канал и рассказывать вам какие-нибудь интересные истории Швеции. Ну и что бы мы хотели, то есть к чему мы вообще стремимся? Вообще очень хочется, чтобы
Дети действительно выросли в стране, у которых свобода, она начинается с самого детского сада, где прививаются какие-то классные привычки, типа походов на природу, дневной сон, там, где уснул, там и спи, не хочешь, не спи, кушай правильно, ешь овощи, как у них вот эта знаменитая шведская тарелка, белки, жиры, углеводы, салат, делится тарелка на несколько зон, и обязательно должно все быть скомбинированное и в таком виде, собственно, прививают им с детства, что днем нужно обязательно гулять, нельзя на бизнес-ланче оставаться сидеть, даже если ты принес еду с собой, надо выйти на улицу, порадоваться погоде, какой бы она ни была. В общем, все вот эти привычки, они оставляют надежду на то, что все будет здорово. И Швеция это не про деньги абсолютно. То есть, если кто-то думает о том, что он приедет в Швецию и он здесь заработает денег, и даже если он супер айтишник и тому подобное, абсолютно нет. То есть, Швеция это не про деньги. Это про уравниловку и про огромные, просто огромные налоги. Я сейчас не могу сказать, какая у меня налоговая ставка, потому что я еще до сих пор не получил документы из налоговой о получении местного ИНН. Но по результатам получения этого ИНН мне выдадут какую-то персональную таблицу с моим личным налогом, который будет удерживаться работодателем перед выплатой мне зарплаты. Но об этом, наверное, поговорим позже, когда у меня будет достаточно информации. Единственное, что могу сказать, что в Швеции очень комфортно можно жить, если работают двое взрослых. То есть, если вы пара из двух человек или вы семейная пара с детьми, неважно, причем сколько у вас детей, потому что здесь достаточно сильная поддержка со стороны государства. В плане социальных институтов, медицина до 21 года полностью бесплатная, включая стоматологию, а иногда даже и ортодонта, если зубы действительно нужно править по медицинским показаниям, а не по эстетическим. Очень много бонусов, я думаю, что можно об этом тоже целый ролик снять, не буду сейчас распыляться на эту тему. Вот. Но если двое взрослых работает в семье, даже при учете, что средняя зарплата, даже если мы возьмем 3000 евро, да, этого вполне будет хватать на то, чтобы и снимать здесь жилье, и питаться нормально, учитывая, что даже у самых дешевых продуктов здесь достаточно высокий уровень качества. Опять же, из-за того, что у людей достаточно высокие зарплаты, высокий уровень жизни, соответственно, высокие запросы по сервису, по продуктам. Поэтому, да, двое работающих взрослых будут чувствовать себя достаточно комфортно. У нас есть план по поводу моей супруги. Естественно, мы собираемся учить шведский язык. Мы хотели начать это, наверное, после Нового года уже, когда они ко мне присоединятся. Я думаю, что в январе месяце мы сможем уже все вместе приехать сюда и начать здесь трудоустраивать детей, заниматься изучением языка и прочими вещами. Но поживем, увидим, как будет обстоять дела с визой. Я думаю, что все будет хорошо. Если вы тоже так думаете, хотите поддержать, поставьте лайк, напишите комментарий. Даже если вам нечего сказать, просто напишите, поддержите или задайте вопрос, чтобы я понимал, какие дальше видео снимать, какие наиболее востребованные вопросы. Может быть, вы накидаете еще сколько-то вопросов, на которые я отвечу в следующей какой-нибудь сессии. Ну и напоследок хотелось бы, конечно, сказать слова благодарности всем своим родным, друзьям, близким, знакомым, которые меня поддерживают в моем пока одиночном путешествии и покорении Швеции. Это очень много для меня значит, поверьте. Также я не успеваю много снимать и монтировать видео на YouTube, поэтому подписывайтесь обязательно на мой Instagram. Ссылка на него будет в описании к этому видео. Там я каждый день публикую что-нибудь в сторис, в постах. Например, недавно я рассказывал о том, какой у нас был корпоратив, и что это был одним из самых лучших дней моей жизни. Обязательно посмотрите, почитайте, проникнитесь. Я надеюсь, что вы тоже получите такую частичку удовольствия от полученного контента. Всем удачи, всем больших целей, высоких достижений. Всем рад, всем пока.